Уничтожение свободной энергии в XIX-XX веке, как ни странно, шло и в мировом лидере промышленного производства того времени, США. Хотя по логике вещей все должно было быть иначе. И тем не менее, факт имеет место быть. Глобализация прошлась там ничуть не хуже, чем по остальному миру. И даже исторические материалы остались. Представлять США никому не надо, она никогда не сходит с полос новостных изданий. В настоящее время эта страна по праву занимает лидирующее положение во всех отраслях, хотя многие называют ее задряхлевшим хищником, как когда-то в XVIII веке Испанию. Но речь пойдет не о политике, а больше о истории этой страны. Точнее, технической истории. Кстати, в плане истории эта страна имеет не меньше белых пятен, как и Российская империя. Очень многие события в этой стране, особенно от XIX века, искажены с точностью да наоборот, и об этом написано уже достаточно много. Ну тогда давайте посмотрим, а что же было с технической историей. Ну а в качестве эпиграфа глянем одно интересное фото. Это портрет того самого Бенджамина Франклина за рабочим столом. Что за непонятная штуковина свисает справа от его стола? Наверное, второй конец громоотвода. Юмор юмором, но попалось на глаза еще одно фото, на котором герой австро-венгерского города Триеста, писатель Джеймс Джойс, находившийся в то время в США. Оказалось, что таких штуковин раньше было много, и это были совсем не чернильницы. И не печати, и не ручки от звонка для вызова адъютанта. И предположений о назначении таких штуковин практически нет. Читателей, знающих про эти штучки что-либо не по предположениям, прошу отозваться. Но едем дальше. Эх, Америка! Как долго нас учили любить твои запретные плоды. Это обычная летняя конюшня некоего Оливера Г. П. из Белмонта от 1864 года. Причем, если не ошибаюсь, на левой стене висят картины. Можете представить что-нибудь такое в то время у нас? Но речь не об этом, а о фонарях, освещающих эту конюшню. Газ при наличии источников сильного возгорания здесь скорее всего исключен. До появления промышленных генераторов электрического тока вроде как еще далеко. Как же горели эти фонари? Сложно сказать. А это фото простого обычного социального приюта. В Чарльстоне. Очевидно, фонари когда-то были одинаковыми, но приют есть приют, и левый кожух, скорее всего, смахнули. А что там вообще горело? На постаментах стоят грифоны, как будто из Крыма, и на них обычные фонари со светящимся элементом. И все. Как же горели такие фонари? С точки зрения логики никак. Но опять все встает на свои места, если приглядеться к цилиндру между фонарем и грифоном. Это и есть тот самый предмет, который вызывает свечение, точнее, содержимое этого предмета. Версия с керосином или газом здесь несостоятельна, так как слишком высоко. Кроме того, сам фонарь, судя по виду справа, не предусматривал отверстий для выхода продуктов сгорания. Это тоже Чарльстон из Южной Каролины. Такие же фонари. Как же они горели? Увы, сейчас этого уже не понять. Да и самих фонарей уже не найти. Едем дальше. Это центральная улица города Ульм. Видно, что беспроводные столбы уже отживают свое и потихоньку заменяются проводными. То же самое на улицах нефтяного города, стереофото. Прогресс идет полным ходом. А это улица Мариетт в Атланте, штат Джорджия. Наверное, единственное фото, где удалось найти верхушку беспроводного столба крупным планом. Такой же столб стоит на крыше сзади. Ничего, собственно, в них особенного нет. Обычная металлическая труба, а на ней сферический контейнер, заполненный неким веществом. И была такая конструкция распространена по всему миру. При переходе на проводную передачу энергии на столбах закрепляли траверсы с проводами, а сферический контейнер сносили. Знаменитое старое здание Конгресс-холла на Бродвее в Нью-Йорке в конце XIX века. Крыша содержит элементы, которых сейчас там нет совсем. Именно эти элементы давали зданию свет и тепло, пока к нему не протянули провода. Похожий принцип энергоснабжения таких зданий до проводов
рассмотрен на примере здания Национальной библиотеки Бразилии, а это Hotel Cadillac and Washington Boulevard в Детройте, Мичиган, от 1886 года. Те же самые столбики стоят на каждой надстройке крыши. А что за башня слева от отеля в 1886 году? Стоп. Ищем что-нибудь похожее, благо в библиотеке Конгресса США фонд самый большой в мире. Это тоже Детройт, примерно в то же время. Вот террас. Неужели в конце XIX века была сотовая связь? Если это осветительные фонари, то мощность их должна бы быть такой, какой в общем фонарях на то время быть не могло никак. На рекламную вывеску это тоже не похоже. А что это? Опять, все встает на свои места, если приглядеться и увидеть в этой конструкции столб без проводов, такой же высоченный, как в Бразилии, а что? Были в стране богатые люди, которые могли себе позволить и такое, а здания в то время там были высокие, и их надо было обслуживать источниками сигнала, наверное, вот такими. Все больше удивлений преподносит нам США, что это на фото и почему антенну замазал. Ретушер? Если бы это был эфирный телеграф, то почему год 1865, когда до телеграфа было еще далеко? Допустим, с годом Конгресс США еще мог приврать, ему не привыкать, но с остальным то как? А может, это и есть та самая станция на крышах, от которой брали начало те самые беспроводные столбы и тихо раздавали центральный сигнал в дома? Скорее всего, было именно так, но только дальнейший поиск фото центральных станций по ТЭГу выдал только это. Наверное, это и был тот самый телераф, который существовал во времена Пушкина и который сейчас является величайшей загадкой. Собственно, и современная территория США с запада была не менее интересной загадкой, и принадлежала она Российской империи, и там даже делали пароходы. Но хватит загадок, едем дальше. То обычный интерьер обычной виллы в Бельмонте, Виргиния, в конце XIX века. Очень классный камин, особенно железяка в его топке. Судя по тени, она отстоит от задней стены еще на 15 сантиметров. Почему? В этом случае она крадет пространство топки. Но опять все становится понятным, если представим, что этот камин был совсем не для дров. И как ни странно, таких каминов в США было очень много. Камин с нижнего фото особенно впечатляет. Признаюсь честно, до этого таких даже на фото не встречал. Судя по белизне над топкой, дровами его не топил никто и никогда. В то же время делать такой шедевр для красоты, чтобы занимал место, не совсем рационально. Это обычная оранжерея ботанического сада при Белом доме в Вашингтоне в XIX веке. Как видно, при достаточно прохладной погоде снаружи она не содержит дымящих труб котельных. Весь секрет все в тех же вазочках, которые в несколько ярусов расположены на конструкции оранжереи. Эти вазочки образуют объемный резонатор, который извлекает атмосферное электричество и преобразует его в тепло. Это знаменитый парк Дримленд в 1905, который наряду с не менее знаменитым лунопарком, смотри главное фото, существовал по соседству на одном острове в Нью-Йорке в первой части XX века. Если собрать всю электрическую мощность, которую потребляли два этих парка в ночное время, то получится вполне внушительная ТЭЦ, которой по тем временам просто не могло существовать. По неясной до сих пор причине, оба этих парка сгорают в 1911 году полностью, лунопарк отстраивают снова, парк Дримленд нет. И вновь отстроенный луна-парк выглядел совсем по-другому, почти без того освещения, которое мы видим сейчас. Это тема для отдельной статьи. А это мост Квинсбороу-Бридж, Рузвельт-Айленд, Нью-Йорк, в 1895 году. Мало кто знает, что фонари на нем давали электрический свет в ночное время. И еще меньше знают о том, что такие в точности мосты были выстроены по всей юго-западной железной дороге от Жмеринки до Одессы, но фото этих мостов удалось достать просто волей случая, такой, видимо, большой секрет. Вспоминается песня «Жмеринка», «Нью-Йорк» из творчества Вилли Токарева. Как все одинаково было в том мире.
Это интерьер третьей Всеколумбийской промышленной выставки в Чикаго, 1899 год. Собственно, выделять ничего не стоит, все полностью соответствует тому, что было здесь. Те же самые церквушки на заднем плане, которые получали пар путем нагрева воды, а энергию брали из воздуха. Теперь говорят, что их не было, а были дровяные котлы, которые имели КПД 0,5%. Увы, глобализация. А это Grand Court, Night Illumination. Trends Mississippi Exposition. На минуточку, 1898 год. И нигде никаких столбов с проводами, подземных кабелей там проложить из-за каменных конструкций невозможно. Но, собственно, глядя на ночной лунопарк, ничему удивляться нельзя. Увы, теперь это все ушло в небытие. Но, может быть, когда-нибудь вернется.